Господа, вам 10 лет, суббота утро, вы играете. И играете вы с пятницы вечера. И в этот момент мамка орет, что вы уже надоели, вы с красными глазами не сделали уроки и вообще пора идти спать. Так вот, все это вам доступно даже сегодня. Можно вернуться в детство при помощи игры Викинги, которая как те самые стратегии из 90-х и 2000-х. Но вас больше не заругает мамка, но вы можете вернуть себе это настроение. Хотя Викинги эволюционировали, это уже онлайн-игра, в которой могут собираться миллионы пользователей, объединяться в коалиции и даже устраивать эпичные масштабные сражения, скажем, Америка против России. В ней можно даже делиться ресурсами. Если ищете средства, чтобы вновь вернуться в детство, оно по ссылочкам в описании. Это Викинги. Скачивайте именно по моим ссылкам и получаете 200 голды и бесплатный щит. Господа, здесь написано, что вот ту машину сзади трогать нельзя. Это совершенно верно, потому что это музейный экземпляр нереальных годов, и он настолько редок, что его можно увидеть, пожалуй, только здесь. Очень крутая тачка, сказывается еще, кстати, американское влияние на Toyota 2000 GT. Здесь же у нас с вами стоит кузов с индексом А40, он называется Toyota Celica. Очень хорошая история, которая дальше обрела интересное название, и оно стоит дальше. Кузов А60, который уже называется Toyota Celica Supra. Это означает то, что уже был определенно особенный автомобиль, максимально заряженный и максимально заточенный под спорт. И там за ним стоит черный кузов с легендарным мотором. 70-й кузов, который впервые убрал название Celica и стал называться просто Toyota Supra и обрел тот самый легендарный двигатель на 3 литра JZ, к которому мы все привыкли, который так легендарен. А вот за ним стоит уже та машина, которую вы можете увидеть в своем городе. 80-й кузов Supra, машина, которая и по сей день остается легендой, которую вы можете увидеть в своем городе совершенно без проблем. 2 JZ GTE, 280 лошадиных сил, задний привод, звезда дрифта, звезда всего угодно, идеальный донор, что угодно, машина, которая вызывает трепет в сердце. Но мы сегодня здесь для того, чтобы показать вам кузов с индексом А90, тот, который вы пока не увидите в своем городе, а мы вам его уже покажем. Погнали! й кузов Supra. Рецепт все тот же. Это купе, 2 двери, 3 литра, все как было раньше, задний привод. Конечно, теперь есть активный дифференциал. Машины по-прежнему в камуфляже, потому что то, что стоит за нами, это прототип. Это не серийный автомобиль. Соответственно, у нас нет четких цифр. У нас нет окончательного дизайна салона. Интерьер снимать вообще нельзя. Экстерьер также еще такой, потому что он может быть чуть-чуть поменяется. И на все более подробные вопросы, типа, а почему так, а что здесь, а вот это, а тут, отвечают, это прототип. То есть мы даже не знаем, сколько он будет весить. Мы не знаем его точный разгон. Нет точных характеристик, а сегодня на экранах нам постоянно писали: не заморачивайтесь на цифрах, сконцентрируйтесь на ощущениях. Поэтому мы оказались здесь, на гоночном треке, где нас пустят за руль, конечно, под тщательным контролем, надзором тогда, чтобы все столбы, по-моему, вырезаны, потому что это все-таки Supra, мы понимаем. Столбы в радиусе 5 километров просто убраны, но нам дадут порулить. Давай, пацан, давай, газ справа, ну! Справа не только газ, но и инструктор, вот в чем косяк. Господа, нам удалось выехать на трек, хотя у нас справа сидит инструктор, но тем не менее он практически нас не осаживает, и моих навыков не то чтобы прямо здесь хватает, чтобы прочувствовать эту машину полностью, но даже исходя из того, что я не умею ездить, что я полностью не специалист, что я не гонщик,
Я чувствую эти боковые ускорения. Я чувствую, как машина может подбрасывать передачи, потому что здесь стоит ZF коробка. Это 8 HP, который мне знаком по моей собственной машине. Я прекрасно понимаю, как он подкидывается. Я вам неоднократно рассказывал про эту коробку, что она полностью является продолжением меня. Именно 8 HP переключает передачи так, как я хочу. Тогда, когда я хочу. С той скоростью. Я угадываю передаточные числа. Здесь все так, как я привык. Здесь все, господи, какая она же все-таки быстрая. По паспорту она должна выезжать из 5, но этот подхват абсолютно в любом диапазоне. Она потрясающе рулится. Мы сейчас идем в спортивном режиме, то есть у нас амортизаторы должны стать гораздо жестче. И представители Toyota, сами японцы, и те, кто отвечает за маркетинг, даже если они не японцы, они говорят, что эта машина, хотя и предназначена для использования на треке всего в 10% случаев, а в 90% остальных она может ехать по дороге, в этих 10% вы кайфанете. Трудно говорить, насколько здесь именно много самой Toyota в этой машине, но определенно то, что они позиционируют ее под жесткий спорт, это факт. Очень приятное ощущение. И очень приятное ощущение, что это все-таки задний привод. И если вы чувствуете, что у вас несет морду, просто добавляйте газ, тогда зад начнет ввинчиваться. Активный дифференциал, причем дифференциал стоит 2-way. То есть блокировка может происходить как и на отпущенном газу, так и на нажатом. Да, даже при том, что я делаю все не так, на треке вы получите от нее 100% удовольствия. Здесь нельзя ошибиться. То есть сейчас мы просто в гражданском режиме едем. У нас, по идее, должен стать выхлоп тише. Хотя коробка все равно, я бы сказал, что это спортивный характер. Нам в любом случае, даже вы, если в гражданском режиме едете, вот мы не наваливаем, все, передача переключается у нас пониже, она еще немножко адаптивная получается, то есть все равно мы не едем. Вот, да. Как только мы начинаем ехать медленно, коробка к этому адаптируется, передача начинает переключаться чаще. Она уже почти не крутит за 3000, выхлоп стал тише, она реально стала мягче. При этом, когда она растормаживается, она все равно каждый раз помогает коробкой. То есть все равно она при этом сохраняет спортивные черты. Это то, что мне нравилось в этой коробке. Это потрясающе. То, что они сюда наконец-то вместо айсинов поставили ZF, я считаю, это победа. Многие скажут, что наоборот, это уже не то, это не настоящая Toyota. Может быть, господа, но сам факт того, что Toyota в принципе допускает такие, скажем, кооперации, да, и сотрудничество, как в нашем случае, говорит о том, что они признали, что им это нужно. И я в этом случае полностью с этим согласен. Да, я не ЖДМщик, да, я всегда говорил, что Toyota скучная, и я за. И вот мы получаем менее скучную, сильно менее скучную Toyota. Весь вопрос в том, сколько она будет стоить. Если у нее будет приемлемая цена, и если цена будет меньше, чем у ее конкурента, возможно, это будет прорыв. То есть мы с вами получаем машину, которая может быть действительно гражданская на 100%. Вот недавно я в тесте М2 бомбил, что она не для... Нет, здесь количество шумоизоляции, как она реагирует на повороте. Можно ехать неправильно, можно держаться вот так рукой, можно держаться вот так рукой. В принципе, это не имеет значения. Это действительно гражданский автомобиль, который может выехать на треке и доставить вам полное удовольствие. Даже несмотря на то, что мы едем в прототипе, понимаете, я могу в любом случае сказать, что, чуваки, это не серийная модель, здесь все может быть не так. Однако это все-таки гражданская машина. Какой бы она спортивной мне ни казалась. Это круто. Это круто, господа. Конечно, я бы с удовольствием на ней поездил в городе. Я бы посмотрел, как она на перекрестках, как она с места, как именно ускорение. Будет ли выдавать она паспорт до 100, потому что на моноприводе, вы сами понимаете, это все еще. Но, возможно, это будет в будущем. Пока что мы только на территории автодрома, это просто прототип. Что ж, буквально прокатили сколько там, 3 круга, причем один из которых я чисто узнавал, остальные круги, я лупил как я могу, я, конечно, у мамы гонщик, но что очевидно, что это прежде всего гражданский автомобиль. Да, это спорткар, да, он может показать на треке, я уверен, весьма неплохое время, это еще все будет в будущем, потому что сейчас идут тесты на Нюрбургринге и так далее, и все-таки это прототип, это не окончательная версия, возможно, что-то будет настраиваться, но однозначно, если вы не хотите идти по жести, если вам не нужен прямо ультра дикий спорт, вы просто отключаете спорт-режим, который здесь всего один. Я, кстати, спросил. Здесь нет спорт плюса, там спорт про какого-нибудь еще и так далее. Здесь просто или комфорт, или повседнев, или трек, грубо говоря. В повседневе вы с ней сможете подружиться абсолютно. Шумоизоляция в наличии, комфорт и необходимая мягкость амортизаторов в наличии, руль не злой, вы от нее 100% не будете уставать. Учитывая, что даже выхлоп у нас регулируемый, вы сможете сделать его громким, злым и с прострелами, а можете сделать абсолютно городским.
Я за универсальность. Да, это не 100% хардкор, наверняка будут какие-нибудь дикие типа версии там, ну вы понимаете, с этими странными буквами сзади после названия. Пока так. Выглядит так просто довольно, но не получится так же. Yeah, we need more fun. That was good. Thank you. That was great. It was a Thank you. perfect list. Great. Glad to hear. Good job. Thank you. Ну, короче, я немножко прикатался. Если бы, конечно, мне дали полчаса и больше клатчевать, то, в принципе, я бы, наверное, даже освоил вторую передачу. Но было, что было, пацаны. Я первый раз на этой тачке. Хреново туча зацепа, конечно, и мотора хватает. И нужна вторая, а на второй уже перестанет хватать. Короче, я не знаю, мне бы дали бы еще полчаса, но не в этой жизни. Погнали дальше. Итак, основные факты, которые нам известны про Супру на сегодня. Вообще, на мой взгляд, дали нам ее рановато, потому что действительно у автомобиля просто нет салона. Почему бы сначала не сделать, ну просто хоть какой-то салон? Да хоть палки просто вместо него и там прикрутить, ну чтобы что-то хотя бы было. Мы понимаем, что это прототип, как угодно его называете, не заводской автомобиль, но уже сегодня известно, что в стандартную комплектацию всегда, безусловно, будет входить, например, блокировка заднего дифференциала. Причем это два вей-блока, электронно управляемая, причем управляемая она до любого преднатяга, от 0% до 100% блокировки этого дифференциала. То есть все это очень хорошо должно помогать им именно проходить повороты, даже не дрифт, а именно на кольце. Далее, все, что мы знаем, что уже в штатную комплектацию будет входить управляемый амортизатор. Нам представлен автомобиль с двигателем объемом 3 литра. Но представьте, что если вдруг такой информации официальной нет, но как было бы здорово, если бы однажды появились два. То есть, как бы это повлияло на цену, стал бы этот автомобиль более народным, как знать. Сегодня этого не знает никто совершенно. Официалы, естественно, вам такой информации никогда не предоставят. У нас уже в стандарте будут вот такие тормоза, они будут всегда, тормоза эти шикарные. Но у них нету перфорации, то есть это обычный монолитный тормозной диск, это 6-поршневые тормозные машинки. Тормозит очень круто. Я вам должен сказать, что по тормозам эта супер тачка выворачивает прямо наизнанку. Что же у нас будет еще в базовый комплект? Сколько она будет стоить? Будет ли она поставляться в Россию? Этого не знает никто. То есть информации практически крупицы. Мощность двигателя неизвестна, потому что, как и этот автомобиль, серийный еще не донастроен. Так мало информации. Значит, все, что остальное мы сейчас выцепим, будет обосновываться исключительно на том, что мы увидим своими глазами. Наша задача сейчас залезть вниз, максимально попытаться добраться куда это только можно. На подъемнике нам ее не поднимут. Капот мы с вами открыть сегодня не сможем. Автоматчики дежурят за спиной. Все улыбаются. Ну а мы попробуем вам что-нибудь показать. Давай залезем вниз. Вот надо все-таки залезть вниз. Где-то должен быть на редукторе, что-то должно мне дать подсказку, мне кажется. Но это не точно. Я спросил представителей Toyota. Да. Короче, ребята, значит, 100%, я все понял, мне здесь подсказали на ухо, сейчас, бинты, пожалуйста, бинты, что, значит, это чисто Toyota, но вдруг я задал вопрос представителям Toyota буквально вот, наверное, час назад, какие значки я должен увидеть на этой машине? Мне сказали, никаких. Там есть везде QR-коды, а что если их почитать?
Так, сканер QR-кода заднего редуктора. Поиск в интернете. Такой нервяк сейчас. Нам отключила Wi-Fi Toyota, я перехожу на связь. На моем пути барьеры. Ничего не найдено. Все, просто сзади салюты запустились. Хорошо, давай QR-код рычага. Так. Находит адрес испанской телефонной книги. Тщательно подобраны QR-коды. Все, что я могу сказать, господа. Toyota очень в этом плане, конечно, хитры. Я понимаю, что в серию может пойти что-то такое. А если нет, как я потом кому-то это докажу? Что я своими глазами перед собой видел вот эту штуку. Да, мне не дали, мне никто не поверит. Это все фотошоп. На сегодня машина до конца не отстроена, и мы понимаем, что это всего лишь набор железа, элементов, который Toyota настраивался лично и еще будет многократно перенастроен. Давайте все-таки посравниваем в формате компании Toyota. Давайте мы сейчас пожестим. BMW Z4, с которой ее часто сравнивают в интернете. Чем же они точно будут отличаться? Тем, что, во-первых, Z4 будет только кабриолет, и через это он неминуемо будет тяжелее. 2. BMW через то, что оно кабриолет, тяжелее, и то, что кабриолеты всегда дороже, будет, скорее всего, дороже Toyota. Представьте на секундочку, а что если в Toyota вдруг решат делать комплектацию с 2 литрами? Ну, чисто гипотетически. Соответственно, цена может быть еще проще. Через это, то, что кузов получается все равно жестче, чем у кабриолета, у него закрытая крыша, он легче может быть подвержен тюнингу. Сюда без проблем встает силовой каркас. Через это мы можем прийти, что Supra будет чаще использоваться в качестве, как я и говорил, Toyota делает отличные доноры. Также и новая Supra, еще не вышедшая на рынок, уже может быть просчитана как нечто под подготовку более злого автомобиля. Можно форсировать какой-то имеющийся двигатель, мы про него еще ничего не знаем, удастся его форсировать или придется ставить другой, или сюда влезет другой двигатель, это пока что абсолютно неизвестно. Но в любом случае данный тип кузова сам по себе больше располагает к тюнингу. Вследствие того, что, ну, в принципе, Toyota в целом выступает в других ценовых диапазонах относительно BMW, есть предположение, что и брать эту, так сказать, под заготовку какой-нибудь корчелыги тачку будут значительно чаще. Вот это то, что я вангую сегодня. Могу ошибиться, интересно, если буду неправ. Я ожидал другое. Это нельзя снимать. Но честно, вот, ну, хотите верьте, хотите нет, нету ни одного значка, кроме Toyota. Это все, что я могу сказать сегодня. Крышку и разбирать уже, ну, какие-то более глубокие изыскания нам проводить, естественно, запрещено. Что мы вот сегодня, знаете, с самими представителями Toyota спорили, потому что неизвестно, будет ли возиться даже эта машина в Россию. То есть Supra быть, а быть ей ли в России, решение пока не принято. Если они отыграют грамотно цену, если просчитают рынок, то, в принципе, рискуют даже пойти большие продажи. И самое необычное, что у этой машины действительно есть потенциал для тюнинга, даже исходя из того, что мы видим. Знать бы еще хотя бы вес. Как же все-таки мало информации. Но, если кому было интересно Supra, это та тачка, о которой есть смысл подождать информации, потому что говорить тупо в лоб, что это BMW, однозначно нет. Просто потому, что она будет отличаться от нее по характеристикам, она будет отличаться от нее по настройкам, просто потому, что у нее тупо другой кузов, просто потому, что в итоге это получится тупо другая машина с другим характером, другой ценой и другим поведением. Вот что я могу сказать про новую Supra. А то, что в ней внутри, мы с удовольствием узнаем, в принципе, уже этой весной. Когда какие-то будут готовые предсерийные экземпляры, которые выпустят, невозможно бесконечно скрывать от нас то, что там. И вот когда они определятся с тем, что там в серии, и будут говорить, все, мы ее построили, это серийная тачка, тогда даже если они мне скажут, что нельзя будет открывать капот, я его как-нибудь открою и посмотрю, потому что это бред. На данном этапе юридическое обоснование секретности есть. Это не серийная машина, это прототип. Потому что у меня в УАЗике тоже стоит УЗ, но он не серийный. Также и здесь может стоять все что угодно, при условии, что она не серийная. 16 лет не было Supra, и в любом случае это начало новой, интересной истории. Удачи вам!
И пока.